Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике. За моей спиной видите такое своего рода нагромождение холодильников. Это не потому, что бардак, это просто ребята из Холодильник.ру принесли нам те модели, которые мы будем показывать в этом видео. Да, мы снимаем Холодильник.ру, это наши постоянные давние партнеры, потому что есть что снимать, потому что у ребят всегда большой ассортимент разной бытовой техники на разный, опять же, кошелек. И вот это важно сейчас, потому что мы будем показывать самые доступные на момент съемки холодильники формата Side-by-Side. То есть, такой кошелек, который хочет сэкономить. Ценник, на момент именно съемки, да, сейчас все не очень стабильно с ценами, где-то примерно там от 70 до 100 тысяч рублей у нас получается, может быть, где-то чуть больше. Вот такой ценник, холодильники Side-by-Side, их будет 5 в нашем видео. Посмотрим, какие технологии реализованы вот в таких моделях по относительно низкой цене, чем они отличаются. Ну и вот это вот все, как обычно у нас, хороший такой обзор с полным погружением. А с Коли начнем с него, потому что он еще и такой самый доступный по цене на момент съемки. Мы так потихонечку будем по возрастанию идти. Давайте просто с внешнего вида начнем, потому что, холодильник же, он всегда мозолит глаза, он всегда на кухне. Здесь классика, да, вот я ничего не могу сказать про этот внешний вид, про этот дизайн, потому что это просто классика, просто впишется в любой интерьер, и нормально, и хорошо. Управление сразу бросается в глаза, оно здесь на дверце. Это удобно, потому что не нужно все время что-то открывать и там что-то внутри настраивать и перенастраивать. Открываем его. Смотрите, вот как это выглядит внутри. Это side-by-side, понятно, да? Здесь холодильное отделение, здесь морозильное отделение. Это не самый большой из side-by-side, конечно, потому что это 171 сантиметр. Здесь общий объем 400 литров, то есть 200 там с чем-то холодильное отделение и морозилка, соответственно. И все просто, все просто. Здесь no frost везде, да, просто не просто, но ручного размораживания здесь нет. И смотрите, вот в чем такое небольшое удивление мое, да, здесь нет совсем этой истории с ящиками в морозилке. То есть обычно в side-by-side как? У них часть вот эти полки, а часть это внизу, да, ящики. Здесь этого нет. Но вот посмотрите сюда, здесь вроде как ящик, да, кажется. Хочется его выдвинуть, а на самом деле это просто такое место для хранения чего-нибудь, каких-нибудь замороженных продуктов. А такая дверца, лючок, но не ящик. Вот не знаю, мне все же кажется, что удобная вот эта система, когда и полки, и ящики, потому что на полках можно хранить то, что, как-то чаще требуется, а в ящиках какие-то продукты, которые вы достаете из холодильника реже. Но напишите в комментариях, как вам такая ситуация. И, кстати, смотрите, то же самое здесь. То есть здесь нет вот этого привычного ящика для овощей и фруктов. Зоны свежести тоже нет, потому что это вот такой начальные базовые сайд-бай-сайды, в них может и не быть. Тут все просто, повторюсь. Освещение в холодильном отделении есть, а здесь в морозилке нет. Все-таки открывается, когда холодильное отделение, здесь нормально, более-менее светло. А в морозилке все-таки, немного темновато, ладно, окей, хорошо, морозилку не часто мы открываем, так что уж, наверное, не заблудитесь. А что еще сказать? По поводу пластика, вот качества. Видел я и лучше качество пластика, но в целом как-то совсем уж привязываться по этому поводу не буду. Более-менее нормально все. Здесь есть в полочках вот эти воздуховоды, то есть чтобы у вас более-менее продукты равномерно везде охлаждались, в том числе и на полках. И, в общем-то, по большому счету, это все, что можно сказать об этом холодильнике. А здесь как-то не сильно, наверное, вы даже по высоте попереставляете полки. С другой стороны, довольно много места, большое расстояние между полками. Если уж совсем что-то мешает, то можно, конечно, убрать совсем полку, поставить что-то габаритное, что-то объемное. А так вот по высоте не попереставляете. И вот, несмотря на то, что холодильник довольно простой, да, здесь есть, в общем, все режимы, которые есть такие классические для современного холодильника. Это вам и супер охлаждение, и супер замораживание. Есть и режим отпуск. Мы об этом много говорили в наших разных видео. Супер охлаждение, супер замораживание — это быстрое охлаждение, быстрое замораживание новых продуктов. Например, перед поездкой в супермаркет включаете, потом много продуктов привезли, у вас все быстро охладилось, заморозилось, и все счастливы, да? И вы, и продукты. Режим отпуск — это когда у вас морозилка работает в обычном режиме, то есть продукты длительного хранения вы в ней оставляете, а холодильное отделение, оно работает в эконом-режиме, и продукты лучше из него убрать. Уезжаете вы в отпуск, например, да, и у вас тут пельмени остаются,
а вот там что-то другое, йогурт или что-то еще, молочко, кефирчик лучше все-таки убрать. Еще здесь есть смарт-режим, так я немножко удивился сначала, когда я его увидел, но на самом деле это такое маркетинговое преувеличение про смарт, это скорее эко-режим, просто некоторые производители его так называют. Это определенные температурные настройки холодильного отделения и морозилки, которые способствуют, несколько более низкому энергопотреблению. В общем-то, вполне полезно бывает. Там чуть с температурой производитель играется, там она может быть не минус 18 морозилки, а минус 16, например, да, вот эти вещи. Но тут нужно понимать, что это, конечно, может влиять немного на сроки хранения продуктов. И в этом холодильнике, еще скажу про него, это важная история, это инверторный компрессор. Здесь он именно инверторный, то есть более экономичный. Для холодильника это реально важно, и инверторный компрессор реально позволяет экономить электричество, потому что там другая технология работы, он не дискретно включается с максимальной мощностью, а по-другому. Сначала достигается нужная температура на максимальной мощности, а потом мощность для поддержания этой температуры, полная максимальная мощность уже не нужна, и компрессор мощность снижает, но не выключается постоянно, и не выключается, не включается, и благодаря этому продляется ресурс его работы. Так что инверторный компрессор, вот холодильник простой, а вот компрессор такой более современный, и это, несомненно, плюс. Это все, собственно, ребята, что я хотел вам рассказать про этот холодильник. Посмотреть на него еще раз, нормально, современно выглядит. Еще момент об этом холодильнике. Видите, здесь нет конденсаторной решетки. Конструкция подразумевает, что ее просто убрали в другое место. Это хорошо, потому что можно вплотную придвинуть к стене. Сайд-бай-сайды, они вообще большие, много мест занимают, так что вот это размещение у стены, это важно, это такой дополнительный плюс. Пишите в комментариях ваше мнение, хотите, не хотите, купили бы, не купили. Может, он у вас уже есть, и у вас какие-то с ним проблемы, или наоборот, не проблемы, вы в восторге. А мы двигаемся дальше. А вот этот холодильник, это тоже сайд-бай-сайд на самом деле, он вообще не должен был появиться в этом видео. Мы просто его довольно случайно обнаружили, когда я готовился вот к этой съемке. Это не рекламная интеграция, хотя тоже о Сколе. Просто мы нашли такой интересный формат. Да, ребята, это тоже холодильник сайд-бай-сайд. Здесь у него холодильное отделение, здесь морозильное. И смысл в том, для чего, для кого это нужно. Во-первых, на какую-то маленькую кухню. Первое, да, что приходит на ум, это маленькая кухня. Но не обязательно только маленькая кухня. Может быть, просто для человека, который один живет, может быть, для маленькой семьи на маленькой кухне, да, там из 2 человек. Но вообще не только кухня. Ребята из Асколи, они это позиционируют еще и как холодильник для гостиной. В принципе, если у вас есть такая традиция посиделок с друзьями, большая гостиная, то почему нет, как холодильник для напитков, каких-то там еще, может быть, дополнительных интересных вещей, мороженое там и так далее, тоже может пригодиться. Даже для спальни, ребята из Асколи его позиционируют. Не знаю, для тех, кто привык так вот проводить время в спальне с бокалом игристого, может быть. Напишите, кстати, подошел бы вам такой холодильник, хотели бы или нет. Здесь тоже все просто, максимально, да, дверца с полками. Кстати, даже можно немножко высоту изменять их, что мило и приятно. И, кстати, мне пластик даже больше здесь нравится, чем вот в первом холодильнике Асколи. Все, в общем, вполне себе так аскетично, но при этом, кстати, тут тоже можно изменять высоту установки полок, что приятно. Да, и есть вот этот ящик для овощей и фруктов, что тоже хорошо. В холодильном отделении капельная система размораживания, то есть вручную ничего делать не нужно, а вот здесь, просто нет. В морозилке здесь ручное размораживание, вы видите, да, такая традиционная здесь морозилка. Здесь охлаждающий контур, его элементы непосредственно в морозилке, под ящиками. Так что, когда будете размораживать, если будете, да, то нужно быть осторожным. Не пытайтесь там ничем острым ударить лед и так далее. Пусть само все оттаивает. Вот такой вариант. Почему нет? Кому-то просто он может быть интересен и кому-то пригодится. Так что самое основное о нем рассказал. Подсветка, опять же, здесь есть, здесь нет. Ничего страшного. Ладно, в морозилке как-то без подсветки можно обойтись. Что касается компрессора, то он обычный, классический. Это не инвертор. И тоже, в общем, мне кажется, ничего страшного. Хотя, конечно, если есть выбор, инвертор, не инвертор, я бы взял инвертор. И тоже здесь сзади плоская история, да, то есть плоская стенка, поэтому можно его непосредственно ставить там близко к стене или куда угодно, где удобно. Кстати, смотрите, здесь сверху, собственно, и можно саму вечеринку провести, то есть такой момент со столиком, по сути,
здесь тоже присутствует. Так что вот, просто захотелось вам обозначить, рассказать о таком формате. Так, следующий участник нашего обзора — Syntec. Давайте на него посмотрим внешне. Опять же, ничего особенного, но с другой стороны, вот просто белая коробка такая, белый ящик. А смотрится неплохо, так как-то свежо, вот если на кухне представить его. Ну и опять же, белый цвет, классика, для любых интерьеров практически подойдет. Обратите внимание на гарантию. Кстати, это всегда интересный момент. Здесь 5 лет гарантии на компрессор, он инверторный здесь тоже. Я уже рассказывал о том, чем он отличается от обычного вот в сегменте про Ascoli. Кстати, если что, если кто-то хочет вернуться к какому-то холодильнику или технологии, то в первом закрепленном комментарии, в подписи к видео, у нас навигация по видео. Для удобства там, в общем, можно вернуться к любому из холодильников, к любому моменту. Так вот, на компрессор инверторный 5 лет гарантия, и вообще на холодильник 3 года. Но тоже хорошая гарантия именно от производителя, да. Дальше открываем, и вот когда мы его открываем, сразу разница, да, вот с первым холодильником с Ascoli, потому что у вас и здесь освещение, и здесь светло, и как-то приятнее, ну вот реально приятнее. Хотя глобально вот так вот внутри они не очень-то отличаются. Он немного побольше и пообъемнее, просто потому что повыше, да, поэтому здесь и холодильное отделение немного побольше, и морозилка, видимо, чуть побольше. И смотрите, здесь тоже вот эта система, когда у вас в основном полки. Ну, здесь понятно, полки, да, в холодильном отделении, но здесь тоже они, и только внизу, но все-таки ящик. Вот в отличие от Ascoli, да, где вот просто такая дверца и все, здесь ящик, но это будет такое привычное, более классическое решение. То же самое и здесь. Это просто ящик для овощей и фруктов, это не зона свежести, да, мы привыкли. И есть все-таки отличия. Здесь можно немножко поиграться с полками, переустановить, да, поменять высоту. Я прошу прощения, у нас упаковочные материалы здесь вот в холодильнике немножко остались, ну, потому что мы снимаем в магазине в большом, в Холодильник.ру. Эти холодильники, они все непосредственно в продаже. Сейчас вы можете их приобрести. То, что сейчас в России доступно. Вот, можно чуть-чуть поиграться с высотой полок. Это уже приятно. Дальше, что касается вот этих полок, здесь пластик мне нравится побольше. Он потолще, чем у Ascoli. По высоте не переставляется. Но, в принципе, здесь и не нужно, потому что, ну, здесь такой большой балкон, здесь большой балкон. Места много, и у вас здесь поместятся большие пакеты какие-то, да, бутылки. И по высоте, и, в общем, по вот ширине балкона. Кстати, что касается балкончиков этих, то вот в морозильном отделении они же тоже есть. И это клево, круто, потому что всякую мелочевку вот удобно здесь хранить. Часто бывает так, что в морозилке, ну вот ты в ящик все складываешь тоже с остальными продуктами, а тут вот можно немножко как-то выделить, такую зональность сделать, что тоже здорово. Но фрост везде, в холодильном отделении, в морозильном отделении, многопоточка здесь, да, то есть воздух вот из этих распределителей, он подается, ну, практически к каждой полке, ну, чтобы, в общем, равномерно распределять температуру внутри холодильного отделения. Ну и, собственно, почти все я про него уже рассказал. Чем хороши вот эти относительно недорогие сайд-бай-сайды, они простые, как 3 рубля, и мне не очень много про них рассказывать приходится. Но тут смысл в том, что главную свою функцию они выполняют. Много вмещают, да, и пригодятся, например, ну, таким семьям побольше, 4-5, может быть, даже 6 человек. Много продуктов можно в них хранить. И здесь нет управления на дверце. Вот, я всегда это отношу к небольшим минусам, да, потому что у вас получается, что вы, ну, открываете дверцу, запускаете вот теплый воздух сюда. Но с другой стороны, смотрите, ну, часто ли мы меняем настройки в холодильнике? Не очень часто, согласитесь. Так что не думаю, что это вот прямо какая-то глобальная трагедия и глобальная проблема. Вот здесь, собственно, устанавливаете температуру в холодильном или морозильном отделении. Ну, кстати, здесь вот 3 значения всего, да, то есть такой небольшой выбор. Плюс можно суперфриз, суперзамораживание и суперохлаждение тоже активировать. А режима отпуска я вот здесь не нашел. Ну ладно, значит, не будем в отпуск ездить с этим холодильником. Кстати, то же самое у него, что и у Ascoli. У него плоская вот задняя стенка, да, там можно его придвигать тоже вплотную к стене, как-то максимально удобно ставить. Ну, если уж сравнить этот холодильник вот с первым из обзора, именно сайд-бай-сайдом, таким большим классическим Ascoli, если их поставить вместе рядом, я бы, наверное, все-таки вот этот выбрал, ну, потому что как-то он приятнее, материал немного получше и светлее в нем. Ну, а что вы думаете, вы пишите в комментариях, может, у вас уже есть опыт, опять же, общения с брендом Syntec, и расскажете нам подробности. Дальше двигаемся, еще немного больше доплачиваем за сайд-бай-сайд, но все равно остаемся в таком сегменте недорогих сайд-бай-сайдов, и у нас здесь уже за эти деньги начинаются такие известные китайские бренды. Если вот Ascoli и Syntec это такие в России еще бренды, ну, скажем так, не столь широко известные, Ascoli вообще позиционируется как бренд итальянский, хотя, конечно, там вся сборка все равно китайская, то Midea — это
Это большой китайский бренд, который и в России известен с маркой Midea и делает технику для разных других брендов. Не удивлюсь, кстати, что Syntec или Ascoli тоже собираются где-то на заводах Midea. Но это нужно уточнять, я не утверждаю. Давайте на него посмотрим, да? Ну вот это уже прямо дизайн. Здесь есть, здесь интересно. Здесь это вот покрытие такое передней части, да, двери, оно так делает довольно дорогим внешний вид холодильника, при том, что, ну, не глобально дорого мы за него платим. Это клево. Управление здесь на дверце, чуть позже мы вернемся к нему. Такие ручки, ну, тоже как элемент дизайна, да? И теперь открываем. И здесь тоже уже получше. Посимпатичнее и как-то выглядит все подороже, да? Вот даже взять полки, здесь окантовка, это, конечно, не металл, не нержавеющая сталь, это под нее пластик, но все равно это уже выглядит несколько дороже, да? И это круто. И технологически здесь тоже немножко получше, поинтереснее. Смотрите, здесь есть, ну, понятно, это No Frost, и там, ничего вручную не нужно размораживать. Здесь многопоточное охлаждение, то есть воздух распределяется по вот всему холодильному отделению, например, равномерно. Smart Plus Cooling — это система температурных датчиков, которая как раз внутри холодильника контролирует, чтобы температура была, ну, вот именно везде та, которая нужна, которая установлена. И если это не так, то может быть подан холодный воздух чуть более интенсивно на какой-то уровень. Плюс еще есть датчик внешний температурный, который, ну, вот оптимизирует работу холодильника еще исходя из вот внешних условий, да, когда там чересчур жарко, может быть более интенсивная работа. Дальше двигаемся. Здесь Platinum Fresh. Ну, это красивые маркетинговые названия. В принципе, это ионизация. Ионизация, которая служит обеззараживанию такому дополнительному, да, пространства в холодильнике. Ну а обеззараживание — это, собственно, увеличивает срок хранения продуктов. Кроме того, неприятные запахи, вот, минимизируется их развитие. Это, в принципе, такая неплохая, полезная вещь, но не помешает она в холодильнике. Кстати, интересный момент. В комментариях напишите, наверняка у многих есть холодильники с функцией ионизации. Чувствуете разницу? Вот у вас раньше был без нее, а теперь с ионизацией. Есть реально разница? Или все-таки это, на ваш взгляд, больше такой маркетинг? Дальше двигаемся, вот, да, тоже. Здесь такой блок, целый уже 2 контейнера для овощей и фруктов. Это круто, потому что больше вместимость. Мне, например, нравится. У меня много всегда там фруктов, овощей, поэтому это вот моя совершенно такая история для меня. И здесь уже, ну, такая зона свежести. Да, механическая регулировка влажности здесь. Менее влажно, более влажно, но она есть, и это уже, ну, получше условия для хранения продуктов и для хранения овощей и фруктов. Здесь балконы. Ну, неплохой пластик, нормальный такой вполне. Не переставляется по высоте, но достаточно много места, широкие балконы и все норм. Подставочки для яиц, вот вспомним о них. Здесь, конечно, такое все классическое, и вот китайцы как-то не могут перестроиться на то, что у нас же вот по 10 в основном, да, вот эти упаковки там 10 штук. То есть здесь именно 2 по 6. Вам придется либо... Ну, в общем, понимаете, да, как не очень все это удобно. И что касается морозилки, здесь полки, уже все-таки есть 2 контейнера. Это вот тоже, что мне больше нравится. Вот эти контейнеры, то есть те продукты, которые вы чаще используете, на полке кладете, а то, что там реже, дольше хранится, то можно в ящиках. И опять же, вот эти контейнеры для мелочевки. Плюс вот еще такой маленький момент, но милый очень. Вот такая форма для льда, ну, она правильная, да, то есть вы наливаете воду, закрываете, у вас ничего не проливается, нормально ее несете, ставите в холодильник. Это хорошо. Вот если с поставками для яиц так себе, то с контейнером для льда нормально. Освещение, ну-ка, да, есть и там, что, в общем, правильно вполне себе. Ну, это вот то, что касается холодильного и морозильного отделения. Компрессор инверторный, собственно, да. Это вот как раз коррелирует с датчиком температуры внешним, да, тоже, потому что, ну, в этом смысле как-то более логично, да, инверторный компрессор, датчик температуры и вот регулировка работы холодильника. Ну, управление классическое на дверце, в принципе, много про него говорить не буду. Изменяете температуру в холодильном или морозильном отделении, супер замораживание, супер охлаждение, в общем, все понятно и правильно. Задняя стенка у него плоская, да, то есть вы можете вплотную его придвигать, опять же, к стене, ставить, что удобно и правильно, особенно в контексте больших таких объемных сайд-бай-сайдов. Ну, неплохой такой холодильник, мне очень даже он зашел. Ну, а вы свое мнение пишите в комментариях.
Так, дальше Hisense, но, между прочим, тоже такой весьма известный и большой китайский бренд. Какое-то время назад, кстати, ребята прикупили себе европейский бренд горения, например, да, известный. Так что, в общем, тоже такие крутые ребята. Давненько у нас не появлялась техника Hisense в обзорах, и вот, пожалуйста. Что касается дизайна, ну, здесь такая нержавеющая сталь, хай-тек. Вот на такую кухню в этом стиле, такую высокотехнологичную, скажем так, да, этот холодильник прям вписывается по полной программе. Но, поскольку это нержавейка, не забудьте сразу с холодильником купить специальную жидкость для того, чтобы протирать, для того, чтобы оттирать отпечатки пальцев и разные пятна. Вот, кстати, интересно, обычно же большинство производителей размещает на дверце холодильного отделения панель управления, а здесь так решили быть оригинальными и сделали на морозилке. Ну, в общем, ничего глобально не изменилось, но просто я вот так заметил. Так, и смотрим, что внутри. Оп, смотрите, здесь такое достаточно вместительное холодильное отделение, да, такое оно явно прямо шире, чем морозилка. Что касается расстановки полок, то, конечно, это такая версия для транспортировки немножко. Напомню, мы в магазине «Холодильник.ру» снимаем. Здесь, конечно, все это можно вот менять, ставить по высоте так, как, собственно, это максимально удобно. Да, ну не скажу, кстати, что прямо как-то много очень вариаций. Но вот эта вот полка металлическая для напитков, она как бы, если не нужна, ее вы убираете. С одной стороны, конечно, правильно, но с другой стороны, она вечно мешается. Ее где-то нужно хранить, там где-то она должна лежать. Да, вот это все иногда проблематично. Ну, вот так можно сделать, например, да. Оставлю эту полку. Такая конфигурация тоже возможна, но в общем как-то моделировать пространство здесь можно. Multi-Airflow, многопоточное охлаждение, то есть воздух распределяется холодный по всему холодильному отделению. Антибактерия — это ионизация, то есть у вас здесь такое обеззараживание будет происходить, что хорошо для качества хранения продуктов, они дольше хранятся. Ну и вообще в холодильнике, как я уже говорил, не развиваются какие-то запахи посторонние, вот эти все вещи. Ну, по крайней мере, этот момент он минимизирован. Так, дальше двигаемся вниз. Вот здесь, кстати, в отличие от Midea, нет контроля влажности вот в этих контейнерах, да, то есть, в принципе, это такая не зона свежести, а обычные контейнеры для овощей и фруктов. Ну и ладно, ну и не умрем. Зато он большой, прям вместительный. Ну ладно, у Midea тоже там был не маленький, но здесь прям такой хороший, солидный, большой контейнер. Реально много всего поместится. Да, ну а традиционно тот, который пониже, он поменьше, потому что, ну, конструкционные особенности холодильника. Так, дальше. Здесь в морозилке тоже два ящика в нижней части и полки. Ну, тоже здесь та же самая ситуация. То есть здесь можно моделировать, естественно, пространство так, как это удобно максимально. Вот так, например, и хранить там разные продукты. Вот полочки на дверцах и здесь, да. Ну, давайте все-таки вернемся в холодильное отделение. Как-то я с него сорвался в морозилку. Вот, здесь нормальный пластик, довольно толстый, да, то есть такой вот. И что касается этих полок, то переставлять по высоте их не нужно, но думаю, что здесь нет особой необходимости, потому что они большие, места между ними много, и, в общем, все нормально помещается. Вот эти штуки для яиц, насадки, подставки, такие же, как, например, в Midea, да и в большинстве холодильников тоже 6,6, такая непонятная, достаточно дурацкое такое вот значение, потому что у нас обычно по 10 продаются. Ну, здесь держатель, понятно, для бутылок, чтобы не падали, не дергались, что называется. А вот эти полки, они большие здесь, они хороши тем, что в них всякую мелочевку можно замораживать, хранить долго. И плюс здесь воздуховоды вот предусмотрены вот в дне полок, да, и поэтому, собственно, лучше продуктом от этого циркуляция воздуха более правильная. Но вот только дверца держится странно, мне не очень нравится. Ну, видимо, это все в процессе эксплуатации потом как-то нормализуется. Дальше здесь свет есть и в морозильном отделении, и в холодильном отделении. Но фрост, естественно, и там, размораживать ничего не нужно. Но вот это главные вещи, по большому счету. В этом холодильнике я же говорил, что такие вот базовые сайд-бай-сайды относительно недорогие. Они простые, как 3 рубля. Так, и давайте еще... Ничего не забыл, вроде
Не, вроде все сказал, вот все самое главное, все, что нужно. И еще здесь панель управления, возвращаемся к ней. Здесь, собственно, все тоже просто. Здесь есть регулировка температуры в холодильном отделении, в морозильном отделении, как обычно. Есть суперзамораживание и суперохлаждение. И еще вот так называемый интеллектуальный режим. Но это на самом деле просто эко-режим, когда у вас определенные настройки в холодильном и морозильном отделении температуры. Ну, чтобы и электричество было меньше расход, и продукты все-таки хранились достаточно долго. Hisense здесь, кстати, не инверторный компрессор, то есть это обычный классика, опять же, не умрем, как и без зоны свежести, но все-таки, в принципе, могли бы уже инвертор поставить, но почему нет, ребят? Все-таки сайд-бай-сайд, уже и стоимость такая в районе там 100 тысяч, так что могли бы. Задняя стенка, как водится в нашем обзоре, плоская, поэтому можно вплотную придвигать там к стене и удобно ставить. Ну вот так это Hisense, пишите свое мнение в комментариях. Ну и в финале Haier такой золотистый цвет, да, не скажу, что это мой любимый цвет, честно говоря, но хорошо, что он такой мягкий, золотистый, он не раздражает, и как-то, в принципе, ну, с ним можно сосуществовать, мне кажется, нормально и довольно долгое время. В целом неплохо, и тут такая вот оригинальная довольно панель управления, то есть не стали китайцы размещать ее где-то на дверцах, а вот так между сделали. Ну да, Haier, конечно, тоже такой большой, известный китайский крутой бренд, так что вот такая история, открываем эту историю, собственно говоря. И что мы видим? Ну, еще раз напомню, что у нас часть упаковки немножко сохраняется в холодильниках, потому что мы снимаем в магазине. Так что это вот не синие полки, они вот такие же, просто это пленка еще упаковочная. Так, что здесь смотрим? Ну, в принципе, тоже все так по классике уже, да, привычно. No Frost здесь в обоих отделениях, в морозилке и в холодильном. Здесь Deo Fresh система, но это тоже обеззараживание, тоже способствует минимизации запахов и более длительному хранению продуктов. Полки переставляются по высоте, да, то есть можно как-то моделировать внутреннее пространство холодильника, более-менее здесь это можно сделать реально. Многопоточка здесь, естественно, да, ну чтобы у вас распределялся холодный воздух по всему отделению. Дальше вот здесь тоже большие ящики, но здесь нет никакой регулировки вот влажности там, да, или температуры. Это такая не зона свежести, а просто ящик. Но опять же, в принципе, наверное, не умрем. Хотя хорошо, когда и есть зона свежести. Так, здесь на полках все тоже стандартно, привычно, нет возможности переставить, но, на мой взгляд, и не особо это нужно, потому что большие балконы, здесь есть воздуховоды, то есть для циркуляции воздуха это хорошо. Для яичек вот обычная такая история, тоже по 6, ну вот не очень правильная. Все-таки можно было бы по 10 делать и нормально. Так, что еще хотел сказать про него? Освещение есть и здесь, это хорошо. В морозилке ну, вот такая же система хранения, да, как уже мы привыкли в этом обзоре. То есть полки и есть ящиков парочка. Здесь еще хотел отметить, что здесь, да, здесь есть еще вот этот лоток для льда, даже два их. Ну, вот вспомните, какой классный у Midea был, да? А вот здесь вот такая история. Кстати, у Hisense тоже примерно такая история. Там тоже такой, ну, совсем простенький лоток. Вот это все стоит копейки, да? Могли бы что-нибудь нормальное положить. Вот ребята из Midea заморочились, а здесь нет. Тоже полки на дверцах для мелочевки, тоже с воздуховодами. Ну, собственно, ребята, вот по большому счету и все, что хотелось сказать. Здесь инверторный компрессор у Haier, да? И это хорошо, это более энергоэффективное решение, плюс меньше износ из-за отсутствия вот постоянных включений и выключений, ну и потише они, как правило, работают, инверторные компрессоры. Но что касается энергоэффективности, кстати, то, конечно, это зависит еще, ну, непосредственно вот от условий эксплуатации. Чем больше мы с вами заглядываем в холодильник и ищем вкусненькое, тем, конечно, больше расход электроэнергии. Все, в принципе, рассказал. Ну, тут вот реально все просто, да, ничего лишнего, и вот все для того, чтобы просто хранить продукты без особых наворотов. Ну и ладно. Что касается панели управления, вернемся к ней. Такая модненькая она, как я уже говорил. Кстати, напишите, как вам вообще дизайн, как вам панель управления, как вообще вам холодильник Haier. И здесь, собственно, все опять же по классике. Разблокируете и дальше установки температуры в холодильном отделении, в морозильном отделении. Есть режим отпуск, суперзамораживание, есть такой эко-режим.
режим, когда у вас поддерживается оптимальная настройка для того, чтобы холодильник не расходовал там слишком много электроэнергии, но продукты хранились вот в таких нормальных условиях, довольно долго могут храниться. Ну все, здесь тоже с задней стороны вот стенка гладкая, потому что конденсаторная решетка убрана, она в стенках здесь находится, и поэтому можно придвигать вплотную к стене. Это важно, если... это вообще важно для холодильника, а тем более такого большого, как side-by-side, чтобы он все-таки поменьше места занимал. Вот, собственно, все главное сказал и об этом тоже холодильнике Haier. Итак, это был наш обзорчик, наш топчик, таких относительно недорогих, наиболее доступных сейчас на момент съемки холодильника формата Side-by-Side. Прежде всего, пишите обязательно ваше мнение в комментариях и об этих моделях, и вообще об опыте использования холодильников Side-by-Side. Я тоже сейчас свое мнение выскажу. Вы, наверное, заметили, что у нас такое разделение произошло на два сегмента. Вот первые два холодильника, они такие немножко более доступные, более бюджетные, и потом еще три, исключая вот маленький Ascoli, он все-таки просто для примера был, так что такой формат есть. Так вот, первые два холодильника, они явно поскромнее, вот в контексте реализованных технологий. Там, я говорил, мне больше понравился Sentec. А вот дальше три холодильника, три таких крупных китайских бренда, они уже поинтереснее в смысле реализованных в них технологий. Собственно, логика простая. Чем дороже у нас получилось, да, тем больше технологий. А вот если выбирать из трех последних холодильников, то я как раз выберу наиболее доступный. Это Midea, да, потому что мне он понравился и внешне, и внутри, как выглядит, как там пространство организовано, и теми технологиями, которые там есть. Это и обеззараживание, ионизация, и зона свежести, да. То есть вот немножко побольше там, да, получилось технологий, чем вот и у Hisense, и у Haier. Но в целом главная цель этого видео была показать, какие вообще технологии реализованы в таких не очень дорогих холодильниках Side-by-Side, что предлагают производители за, более-менее такие деньги не космические. Хотя, конечно, сейчас уже все эти понятия космические, не космические немного смешались. Мы все уже с этими ценами ближе к космосу. Пишите в комментариях ваше мнение. Мы снимали у наших партнеров, у ребят Холодильник.ру. Приезжайте к ним в офлайн-магазины, заходите к ним на сайт, у них много всего интересного. И подписывайтесь на канал. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию. Мы просто рассказываем о том, как она реально работает. До новых обзоров и тестов. Пока!